Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео хочу показать вам красивый узор ромбы. Из него можно связать плечевое изделие, также можно связать плед. Узор может быть как односторонний, так и двухсторонний. Так он выглядит с лицевой стороны. Свои впечатления об узоре оставляйте в комментариях под видео. И вот его изнаночная сторона. И с той стороны он красиво смотрится. Раппорт узора составляет у нас 10 петель плюс 3 петли в конце ряда для симметрии. Высота узора 20 рядов. Образец связан нитками Ярнард Адора. Спицы я использовала 3,5 мм. Образец, который буду вязать, я наберу один раппорт плюс 3 петли в конце ряда для симметрии и 2 кромочные. Это получится 15 петель. Набираем любым удобным для вас способом 15 петель. Нулевой ряд я провяжу изнаночными петлями. Это у нас изнаночная сторона. Мы его учитывать в дальнейшем вязании не будем. Узор вывязывается с лицевой стороны. В изнаночных рядах все петли провязываем изнаночными. Первый ряд нашего узора вяжем по схеме. Первую петлю кромочную мы снимаем. Дальше у нас идет 3 изнаночные. Семь лицевых. Три изнаночные и кромочная. Второй изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Третий ряд, кромочную снимаем, 3 изнаночные, 7 лицевых, три изнаночные, кромочная. Четвертый изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Пятый ряд, кромочную снимаем, 3 изнаночных, 7 лицевых, три изнаночных, кромочная. Шестой изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Седьмой ряд, кромочную снимаем, 3 лицевые, 1 изнаночная, 5 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевые, кромочная. Восьмой изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. Девятый ряд, кромочную снимаем, 4 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, кромочная. 10 изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. 11 ряд, кромочную снимаем, 5 лицевых, три изнаночные, 5 лицевых, кромочная. 12 ряд, петли провязываем изнаночными. 13 ряд, кромочную снимаем, 5 лицевых,
3 изнаночные, 5 лицевых, кромочная. 14 изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. 15 ряд, кромочную снимаем, 5 лицевых, 3 изнаночные, 5 лицевых, кромочная. 16 изнаночный ряд, петли провязываем изнаночными. 17 ряд, кромочную снимаем, 4 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, кромочная. 18 изнаночный ряд, все петли провязываем изнаночными. 19 ряд, кромочную снимаем, 3 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 3 лицевые, кромочная. 20 изнаночный ряд, все петли вяжем по изнаночными. Мы связали все 20 рядов нашего узора. Такой получается. Ну, то есть, если вы будете вязать схему заново, у вас здесь вырисуется такой вот ромбик. Лицевая сторона и изнаночная сторона. Обратите внимание, что схема приведена для кругового вязания. Чтобы вы не запутались, обращайте внимание на условное обозначение схемы. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Я желаю всем хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!